Их боятся, их ненавидят, их считают символом безжалостности. Один сухой треск способен остановить человека быстрее любого крика. Этот звук миллионы лет означает одно – не подходи ближе. Но насколько справедлив страх перед гремучими змеями? В Новом Свете обитают десятки видов этих знаменитых рептилий. Одни предпочитают любой ценой избежать конфликта, другие вооружены ядом, способным за считанные часы превратить укус в борьбу за жизнь. Но самое удивительное – самые опасные гремучники далеко не всегда самые крупные и далеко не всегда самые агрессивные. Сегодня мы пройдем весь путь от массивного добряка, чья репутация страшнее его яда, до настоящего шедевра эволюции, чье оружие способно нарушать работу нервной системы и постепенно отключать тело. Перед вами рейтинг 10 самых опасных гремучих змей планеты. И начнем мы с тех, кто выглядит гораздо страшнее, чем есть на самом деле. Чернохвостый гремучник. Жаркий склон горы в Аризоне. Среди кактусов медленно движется массивная двухметровая змея. Большинство людей, увидев такого гиганта, моментально попятятся назад и будут уверены, что перед ними одна из самых опасных змей континента. Но именно здесь начинается первый обман. Чернохвостый гремучник – настоящий пацифист по меркам своих родственников. Он не ищет конфликтов и почти всегда предпочитает отступить. Если есть возможность исчезнуть, он исчезнет. Если есть возможность спрятаться, он спрячется. Самое удивительное, при своих внушительных размерах он обладает одним из самых слабых ядов среди крупных гремучников. Для мелких млекопитающих этого более чем достаточно. Но по сравнению с тем, что нас ждет дальше, его оружие выглядит почти скромно. Чернохвостый гремучник словно напоминает, размер не всегда означает опасность. Иногда самый большой монстр оказывается самым спокойным. А теперь еще один интересный факт. Гремучка на хвосте – вовсе не украшение. После каждой линьки у змеи появляется новый сегмент. Теоретически по ним можно было бы определить возраст. Но на практике сегменты часто ломаются и теряются. Поэтому даже ученые редко могут точно сказать, сколько лет конкретной змее. Скалистый гремучник. Если чернохвостый гремучник заметен издалека, то следующий участник рейтинга делает все наоборот. Он исчезает, буквально. Серые скалы, тени, трещины в камне. И где-то среди них лежит змея длиной всего около 60 сантиметров. Вы можете смотреть прямо на нее и ничего не увидеть. Ее маскировка настолько совершенна, что многие туристы узнают о ее присутствии только тогда, когда уже проходят мимо. Но здесь есть интересный парадокс. Этот гремучник не считается особенно опасным для человека вовсе не потому, что плохо вооружен. Причина гораздо проще. Он слишком мал. Небольшие клыки, небольшой запас яда. Вся его стратегия рассчитана на охоту за мелкой добычей среди скал. Для человека такая встреча чаще всего заканчивается испугом, а не серьезными последствиями. И все же недооценивать его не стоит, потому что именно такие невидимки чаще всего оказываются ближе всего к нашим ботинкам. И здесь природа приготовила еще один сюрприз. Некоторые гремучники способны чувствовать тепло. Между глазом и ноздрей расположены специальные ямки. Они работают почти как тепловизор. Змея буквально видит тепло тела в полной темноте. Для ночной охоты это настоящее супероружие. Рогатый гремучник. Пустыня Мохаве. Полдень. Песок раскален настолько, что к нему невозможно прикоснуться рукой. Но по поверхности спокойно движется странная змея. Она не ползет вперед привычным способом. Она словно скользит боком, оставляя за собой загадочные параллельные следы. Это рогатый гремучник, один из самых необычных представителей семейства. Над его глазами возвышаются небольшие чешуйчатые выступы, напоминающие настоящие рога. Из-за них змея выглядит почти мифическим существом. Но внешний вид снова обманывает. Его яд значительно слабее, чем у большинства родственников. Причина проста. Эволюция никогда не создает лишнего. Основная добыча этой змеи – ящерицы, мелкие грызуны и другие небольшие обитатели пустыни.
Для такой добычи сверхмощный токсин просто не нужен. Поэтому рогатый гремучник сделал ставку не на силу, а на точность, на маскировку, на скорость удара, на способность растворяться в песке за считанные секунды. Но именно на этом месте заканчиваются самые миролюбивые представители семейства. Дальше в рейтинге начинаются змеи, встреча с которыми может иметь куда более серьезные последствия. И некоторые из них выглядят настолько спокойно, что люди совершают роковую ошибку, подходя слишком близко. Южная Калифорния. Солнце медленно опускается за каменистые холмы, и среди красновато-коричневых скал почти невозможно заметить змею, которая выглядит частью самого ландшафта. Красный гремучник – один из самых красивых представителей своего рода. Его кирпично-красная окраска настолько хорошо совпадает с окружающей местностью, что даже опытные натуралисты иногда проходят мимо. Но красота здесь обманчива. Перед нами крупная и хорошо вооруженная змея. Но удивляет не это. Несмотря на свои размеры, красный гремучник редко стремится к конфликту. Если большинство людей ожидают мгновенной атаки, то он обычно выбирает предупреждение. Сначала треск, потом демонстрация готовности защищаться, и лишь затем удар. Его яд уже заметно сильнее, чем у предыдущих участников рейтинга. Последствия укуса требуют серьезной медицинской помощи. Но среди крупных гремучников он все еще считается представителем умеренной опасности. Словно последняя остановка перед встречей с настоящими тяжеловесами этого рейтинга. Однако на этом сюрпризы не заканчиваются. Гремучие змеи не всегда используют полный запас яда. Во многих случаях они способны контролировать количество токсина. Иногда укус оказывается почти сухим. Эволюция научила их экономить драгоценное оружие, которое требует времени для восстановления. Зеленый гремучник. Раннее утро. Фермер открывает ворота пастбища. В сотнях километров отсюда турист поднимается по горной тропе. Еще дальше семья разбивает палатку на опушке леса. Эти люди никогда не встретятся друг с другом. Но их объединяет одна вещь. Каждый из них может оказаться рядом с одним и тем же хищником – зеленым гремучником. От юга Канады до северной Мексики этот вид освоил почти все возможные ландшафты. Пустыни, луга, горы, леса. Он не рекордсмен по токсичности, не чемпион по размерам и не самый агрессивный представитель семейства, но именно поэтому он настолько опасен. Он везде. Большинство людей, столкнувшихся с гремучими змеями в Северной Америке, встречаются именно с ним. Его яд способен вызывать тяжелые последствия без своевременной медицинской помощи. Но настоящая сила зеленого гремучника заключается не только в яде, она в численности, в распространенности, в способности появляться там, где человек меньше всего ожидает встретить опасную змею. Но выживание гремучников зависит не только от успешной охоты. Некоторые гремучники способны обходиться без еды несколько месяцев подряд. После удачной охоты их обмен веществ резко замедляется. По сути, змея переходит в режим экстремальной экономии энергии, стратегию выживания, отточенную миллионами лет эволюции. Полосатый гремучник, густой лес, опавшие листья, тишина. И где-то среди деревьев лежит змея, которая стала частью американской истории. Но самое удивительное – этот вид заслужил свою известность не яркой окраской и не агрессивным характером, а сочетанием силы, осторожности и способности всегда предупреждать о своем присутствии. Полосатый гремучник редко ищет конфликт. Но если предупреждение проигнорировано, последствия могут оказаться весьма серьезными. Полосатый гремучник действительно является одним из самых интересных представителей семейства. Он крупный, спокойный, терпеливый. И именно поэтому многие недооценивают его возможности. Однако при необходимости он способен применить весьма сложное химическое оружие. Именно поэтому встреча с этим лесным гигантом всегда остается непредсказуемой. Но даже он не входит в четверку лидеров нашего рейтинга, потому что дальше начинаются виды, чей укус специалисты рассматривают как полноценную медицинскую чрезвычайную ситуацию. И прежде чем мы продолжим, мне интересно ваше мнение.
Какая змея из уже увиденных удивила вас больше всего? Мирный гигант, чернохвостый гремучник, невидимка среди скал или странный рогатый обитатель пустыни? Напишите в комментариях, какой участник рейтинга оказался для вас самым неожиданным. А если вам нравятся такие документальные фильмы о животных, которые ломают популярные мифы, поддержите видео подпиской. А теперь возвращаемся к рейтингу. Следующий участник – идеальное доказательство того, насколько опасным может стать оружие гремучей змеи. Тигровый гремучник. Иногда самые опасные вещи выглядят совершенно безобидно. Рядом с некоторыми участниками нашего рейтинга тигровый гремучник выглядит почти безобидно. Небольшое тело, стройный силуэт, удивительно маленькая голова. Ничто в его внешности не предупреждает об опасности. Но именно здесь внешний вид оказывается самым обманчивым. Тигровый гремучник обладает одним из самых токсичных ядов среди всех гремучих змей Северной Америки. Его яд настолько мощный, что специалисты годами изучают его состав. Природа словно создала идеальное оружие. Но затем допустила странный компромисс. Из-за небольшой головы эта змея не способна вводить столько яда за один укус, сколько ее более крупные родственники. Получился удивительный парадокс. Один из самых токсичных гремучников континента не стал лидером рейтинга именно потому, что ограничен собственной анатомией. Однако недооценивать его нельзя. Это тот случай, когда даже небольшая доза заслуживает самого серьезного отношения. Но даже самый мощный яд бесполезен, если жертву невозможно достать. Удар гремучей змеи происходит быстрее человеческой реакции. От момента броска до контакта проходят доли секунды. Человек часто понимает, что произошло, только после того, как змея уже вернулась в исходное положение. Ромбический гремучник. А теперь забудьте все, что мы говорили о компактности. Перед нами настоящий гигант. Король американских лесов. Массивное тело толщиной с человеческое предплечье. Вес в несколько килограммов. Длина, приближающаяся к 2,5 метрам. Когда такой хищник лежит среди сухих листьев, кажется, будто на земле свернулась толстая пожарная рукавная линия. Но главное оружие скрыто не в размерах, а в том, что эти размеры позволяют делать. Ромбический гремучник способен впрыскивать огромные объемы яда, колоссальные по меркам змеиного мира. Если тигровый гремучник побеждает концентрацией, то этот гигант делает ставку на количество. Его длинные клыки напоминают миниатюрные шприцы, а удар сопровождается настоящей инъекцией токсинов. Поэтому специалисты относятся к этому виду с огромным уважением. Не потому, что его яд самый сильный, а потому, что его слишком много. Однако даже этот гигант уступает следующим участникам рейтинга, потому что дальше речь пойдет не только о количестве яда, но и о том, как часто змея сталкивается с человеком. И здесь стоит вспомнить особенность, которая сделала этих змей знаменитыми на весь мир. Гремучие змеи появились миллионы лет назад, но знаменитая погремушка возникла значительно позже. По сути, это один из самых необычных предупреждающих сигналов во всем животном мире. Большинство хищников атакуют молча. Гремучник сначала дает шанс уйти. Если бы режиссеры вестернов решили создать идеального злодея среди змей, они выбрали бы именно его. Пыльная дорога, жаркий воздух, колючие кусты и характерный треск, который мгновенно заставляет остановиться. Техасский гремучник. Самый известный гремучник Северной Америки. В отличие от многих родственников, он гораздо реже спешит уступать дорогу. Если другие предпочитают скрыться, этот часто остается на месте. Именно поэтому огромное количество встреч между людьми и гремучими змеями связано именно с этим видом. Не потому, что его яд самый сильный, а потому, что его мир постоянно пересекается с нашим. Туристические маршруты, автомобильные дороги, фермы, пастбища. Там, где живут люди, очень часто живет и он. Добавьте к этому крупные размеры, большой запас яда, высокую эффективность токсинов, и вы получите комбинацию, которая десятилетиями удерживает его среди самых опасных змей континента. Многие специалисты считают, что легендой его сделал не только яд,
но и характер, потому что даже самое мощное оружие бесполезно, если им никогда не пользоваться. Но несмотря на всю его репутацию, на вершине рейтинга находится совершенно другой вид – змея, которая выбрала иной путь эволюции. Именно здесь начинается настоящий финал нашей истории. Но прежде чем мы узнаем победителя, стоит отметить одну важную вещь. Современная медицина и противоядие значительно повысили шансы на благополучный исход после укусов гремучих змей. Большинство тяжелых последствий связано не с самими змеями, а с потерей времени. Поэтому главное правило остается неизменным. Уважение к дикой природе всегда работает лучше, чем попытка проверить свою удачу. Каскавелла. Наступает ночь. Где-то в редколесьях Южной Америки неподвижно лежит змея. На первый взгляд она ничем не отличается от других участников рейтинга. Та же погремушка, та же охотничья стойка, тот же молниеносный удар. Но внутри ее яда скрывается принципиально другое оружие. Большинство гремучников используют преимущественно токсины, которые воздействуют на кровь, сосуды и окружающие ткани. Каскавелла пошла другим путем. Ее главным оружием стали нейротоксины – вещества, воздействующие на передачу нервных сигналов. Представьте огромную систему проводов, соединяющих мозг с телом. Теперь представьте, что кто-то постепенно начинает отключать эти линии связи одну за другой. Именно поэтому специалисты считают Каскавеллу самым опасным представителем рейтинга. Парадокс заключается в том, что первые симптомы могут показаться не такими драматичными, как у некоторых других видов. Но именно это делает ситуацию особенно коварной. Пока человек оценивает свое состояние, токсин продолжает выполнять свою работу. Без своевременной медицинской помощи последствия могут становиться крайне серьезными. Именно сочетание эффективности особого механизма действия и высокой опасности осложнений выводит Каскавеллу на первое место. И вот что удивительно. Мы начали этот рейтинг с мирного гиганта, который предпочитает уйти от конфликта, а закончили змеей, которая выбрала совершенно иной путь эволюции. Но главный вывод фильма вовсе не в том, какая змея страшнее. На самом деле большинство гремучников не охотятся на людей, не преследуют их и не ищут встречи с человеком. Их погремушка существует именно для того, чтобы избежать столкновения. Они предупреждают. Мы должны услышать предупреждение. А теперь мне интересно ваше мнение. Какой участник рейтинга удивил вас больше всего? Мирный чернохвостый гигант, миниатюрный тигровый гремучник с одним из самых мощных ядов в семействе, или Каскавелла, занявшая первое место нашего рейтинга? Напишите свой вариант в комментариях. Согласны ли вы с таким распределением мест? И какую змею вы хотели бы увидеть в следующем документальном фильме? Если фильм был интересен, поддержите его лайком и подпишитесь на канал. Впереди еще много удивительных историй из мира животных, где реальность оказывается гораздо невероятнее мифов. А пока берегите себя и внимательно смотрите под ноги там, где природа все еще остается хозяйкой этих мест.